Привет, друзья! Сегодня в выпуске самые необычные и обсуждаемые события. В одном европейском курортном городе жители нашли хитрый способ бороться с наплывом туристов. Дональд Трамп снова затронул мировой рынок. Теперь речь идет о мебели. В Китае замечен новый комплекс, который способен изменить баланс сил в космосе. Европа все чаще обсуждает свое будущее и звучат громкие оценки о том, что она теряет влияние. В Германии свежий рейтинг партии удивил результатами левых и ростом альтернативы для Германии, а для рыбаков в Балтийском море назревают новые правила, которые могут полностью изменить их работу. Все эти темы мы разберем подробно и начнем с самой неожиданной истории последних дней. Но подписывайтесь на канал прямо сейчас, чтобы не пропустить главные события. Итак, в преддверии муниципальных выборов в Кёльне представители 7 политических партий: Христианско-демократический союз, СДПГ «Зеленые», Свободно-демократическая партия, ФДП, Левая и Сатирическая партии собрались и подписали договор о честной кампании. Инициатором стала коалиция по интеграции с участием евангелической и католической церквей. Соглашение обязывает партийцев вести кампанию, уважая достоинство всех жителей, особенно людей с миграционным фоном. В заявлении четко указано: запрещено втягивать мигрантов в негативный политический дискурс, обвиняя их в проблемах вроде безработицы или общественной нестабильности. Важным элементом соглашения стала прозрачность. Заранее оговорено, что не допускаются манипуляции с цифровыми технологиями, никаких скрытых сетей, фейковых аккаунтов или использования искусственного интеллекта без обозначения. Также участники договорились не портить агитационные материалы конкурентов и не мешать при проведении мероприятий. При этом соглашение добровольно или основано на доверии. В качестве контроля за соблюдением были назначены независимые омбудсмены от церквей и интеграционных групп. Они будут реагировать на жалобы граждан и при необходимости публично комментировать нарушения. А дальше интересная и необычная новость. В голландском курортном городе Зандвоорт жители устали от огромного наплыва туристов. Летом узкие улицы забиты машинами, парковок не хватает, и многие местные уже не могут спокойно добраться домой. Чтобы уменьшить поток отдыхающих, они придумали хитрый способ. Стали вносить в Google Maps, Google карты ложные данные о закрытых дорогах. Из-за этого навигаторы показывают объезды, и многие туристы просто не доезжали до города. Метод оказался эффективным, но вызвал возмущение властей. Мэрия заявила, что это мешает не только туристам, но и службам, которые могут опаздывать на вызов. Теперь на въездах в Зандвоорт появились большие таблички с надписью «Навигатор выключить», чтобы водители ориентировались по знакам, а не по картам. Этот случай показывает, как далеко могут зайти жители, пытаясь защитить свой город от массового туризма. И это еще не все. Дональд Трамп продолжает вести торговые войны. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объявил о начале масштабного расследования импорта мебели в страну. Решение планируется завершить в течение 50 дней, после чего возможны новые пошлины. До уточнения их размера остается неопределенность. По его словам, мера направлена на оживление американской мебельной промышленности, особенно предприятий в Северной и Южной Каролине, а также Мичигане. Эта инициатива стала продолжением тех предыдущих кадров торговых проверок в других секторах, таких как турбины и металлы. После объявления акции крупных ритейлеров заметно снизились, зато компании с производством на территории Соединенных Штатов Америки, наоборот, немного выросли в цене, так как оказались защищенными от ударов импорта. И еще одна новость, которая вызывает обсуждение. Китай готовит публичный дебют нового сверхмощного оружия антисателлитного комплекса. По данным источников, на генеральной репетиции военного парада в Пекине был замечен необычный мобильный комплекс, предположительно предназначенный для уничтожения или подавления спутников. Речь идет о системе HQ-29. Это китайском аналоге американских комплексов SM-3 и GMD. Она способна перехватывать объекты вне атмосферы и, вероятно, выполнять задачи по нейтрализации орбитальных аппаратов. Камеры зафиксировали крупногабаритную установку на транспортере, которая по экспертным оценкам соответствует тестовым образцам HQ-9. Точная функциональность комплекса остается засекреченной, но он становится частью широкой программы космической обороны Китая. В ее рамках Пекин разрабатывает сразу несколько инструментов борьбы в космосе, от кинетических ракет до систем подавления и энерговооружений.
А дальше новость о ситуации в Европейском Союзе. Сейчас Европа переживает не просто период сомнений, а серьезные геополитические трудности, которые ослабляют ее традиционную роль объединения. Публикация в последних аналитических материалах критикует Европейский Союз за утрату прежнего влияния. В одной статье утверждается, что Европа слишком тесно связала свои интересы с Соединенными Штатами Америки. Ради безопасности и выгод она поступается собственными принципами. Это называют серьезным идеологическим кризисом. Европейский Союз делает уступки сильным конкурентам, теряя часть политической автономии. В другом тексте описана ситуация как лето слабых позиций. Европа уступает по оборонным расходам, торговым соглашениям в энергетике, демонстрируя трудности в защите своего экономического суверенитета. По мнению других экспертов, Европейский Союз еще пленен в старой идее глобального регулирования через рынки и нормы. Это модель, которая сейчас разрушилась. Если не перейти к стратегической автономии, где экономика служит политике, Европа рискует потерять остатки влияния. Европа должна перестать видеть себя как остров стабильности и научиться действовать как мощный игрок. Если она не изменит подход, рискует утратить лидерство и остаться в тени других держав. И еще одна новость: появился свежий политический рейтинг. Согласно социологической оценке от Форса, партия левых набрала 11% впервые с 2018 года, обошла зеленых, у которых 10%. Это изменение зафиксировано в еженедельном тренд-барометре. Тем временем партия «Альтернатива для Германии» продолжает лидировать. Ее результат составляет по результатам опроса Форса 26%, что делает ее самой популярной политической силой на данный момент. При этом ХДС-ХСС с 25% остается ближайшим конкурентом. Подробности опроса таковы. Социал-демократическая партия СДПГ стабилизировалась на уровне 15%, ФДП не попадает в парламент с 4% и Альянс Саре-Вагнер фиксируется также 4%. Именно такие показатели мешают этим партиям преодолеть 5% порог. Получается, что СДПГ и Зеленые уступают позиции левым, а Альтернатива для Германии сохраняет лидерство, несмотря на широкую критику и разные оценки ее роли в обществе. И это еще не все. Для рыбаков, работающих в немецкой части Балтийского моря, встал новый вызов. Европейская комиссия предложила отменить исключение, позволяющее ловить сельдь в западной части Балтики. Речь идет об отсутствии полной запретной меры. В будущем разрешен лишь побочный вылов, то есть сеть можно будет поймать только косвенно. Это решение может сократить законное вылавливание сельди до 394 тонн, почти вдвое меньше, чем сейчас. В настоящее время рыбаки используют небольшие лодки и пассивные сети, как ставные сети для прямого вылова сельди. Однако в случае принятия новых правил эта возможность будет серьезно ограничена, разрешен будет лишь случайный вылов при добыче других видов. Сама комиссия мотивирует свое предложение углублением кризиса промышленных запасов. Многие виды рыб в Балтике находятся на грани истощения. Рыболовство не может быть главным механизмом восстановления, предупреждают эксперты, поэтому ограничения неизбежны. Предлагаемые меры планируется обсудить на уровне министров рыбной промышленности стран Европейского Союза уже в конце октября. Решение еще не принято, государства-члены имеют право отклонить предложение. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.